Глава 801. Чэнь Цаотянь. Проведя ночь в лесу, Хань Ли забрал высший дьявольский труп и направился к горному хребту Тысячи вершин. До встречи с фиолетовой духовной феей и другими он искал учеников секты Небесного пика, но никого не нашел. Вот почему медальон он сохранил, который ему дал старейшина секты Небесного пика, хотя у него не было возможности его использовать. Также не могло быть и речи о том, чтобы разыскать маркиза Наньлуна. Казалось, что секта Небесного пика либо нашла другое место жительства, либо еще вовсе не прибыла сюда. Хань Ли не очень беспокоился об этом и подготовил временное убежище, чтобы оставаться рядом с горами и изготовить несколько марионеток формирования ядра. Поскольку у Хань Ли были иньянские кольца, он считал, что маркиз Наньлун сам найдет его. На данный момент Хань Ли понимал, что сущность света Великого Севера не была чем-то, что могло находиться за пределами входа в долину. Большая ее часть появлялась у входа в долину. В противном случае секта Духовного Призрака не имела бы возможности одновременно собрать несколько сотен культиваторов, независимо от их квалификации. Размышляя над этим Хань Ли, он летел над землей в виде полоски лазурного света. С его скоростью он смог улететь за десятки километров за короткий промежуток времени. Менее чем через полдня он прибыл к горному хребту Тысячи вершин. Он слышал, что рядом с горами Тысячи вершин было несколько торговых городов, поэтому он решил посетить их, чтобы прикупить несколько материалов для изготовления марионеток. Кроме того, Хань Ли приобрел довольно много редких материалов после войны с мауланями в обмен на их древнюю лампу, которую он захватил во время битвы. Эти редкие материалы позволили Хань Ли создать удивительное количество высокоранговых кукол. Теперь ему было достаточно купить несколько обычных материалов для изготовления марионеток, находясь в городе. Материалы для создания древних марионеток на стадии зарождающейся души удалось найти в школе Тысячи бамбуков на Дальнем Западе, но все еще не хватало материала, известного как древо Кровавого Феникса. Этот материал представлял собой редкий материал для изготовления высокоранговых инструментов. Хотя его было найти проще, чем золотую эссенцию, но все же его было сложно найти на рынке. К счастью, Хань Ли уже приказал ученикам секты Дрейфующего облака искать этот материал. Как только они бы нашли какую-либо информацию, они бы сразу уведомили его. Так что найти этот материал было лишь вопросом времени, однако это вряд ли произойдет до того, как он войдет в долину падения демонов. Внезапно выражение лица Хань Ли дрогнуло и внезапно остановился. Неподалеку от него вдруг появился всплеск колебаний духовной ци и вспышки света. Казалось, несколько культиваторов вели ожесточенную битву. Хань Ли нахмурился, но не стал обращать на это особого внимания. На данный момент область кишмя кишела всевозможными персонажами, и враги часто сталкивались друг с другом. Благодаря уровню культивации Хань Ли, он смог приблизиться к ним на расстоянии до 1 километра. Культиваторы, 4 мужчины и 1 женщина сражались друг с другом, не обращая внимания на его присутствие. Хань Ли проверил их духовным чутьем и обнаружил, что они были на ранней и средней стадиях заложения основ. Сражались они в полную силу, магические сокровища парили в небесах, а вокруг них взрывались различные талисманы. Однако группа из 3 человек с женщиной была полностью подавлена 2 другими культиваторами. Тем не менее, это было не из-за более высокого уровня культивации, а из-за нескольких сотен огромных мотыльков, окруживших 3 противников. Ужасающие мотыльки размером с ладонь испускали со своих крыльев радужный ядовитый порошок. В результате 3 культиватора были вынуждены использовать большую часть своей энергии, чтобы противостоять яду. Кроме того, им приходилось также противостоять атакам магических сокровищ противников. Хотя 3 культиватора оказались в невыгодном положении, конца битвы не было видно. Помимо ядовитых мотыльков, магических сокровищ серебряной кисти и золотого свитка, которыми управлял ученый, Хань Ли обнаружил, что битва совсем незначительна, учитывая их уровень культивации. Хотя он не знал, каким сектам принадлежат эти культиваторы, Хань Ли не собирался вмешиваться в дела других людей. Он собирался уже улетать, как вдруг заметил эмблему долины Желтого Клена на мантии ученого. Долина Желтого Клена. Хань Ли удивленно взглянул на лицо ученого. Когда Хань Ли подумал об этом, битва быстро перешла в пользу 2 культиваторов, управляющих мотыльками. Когда Хань Ли решил подойти, оба культиватора поспешно распространили свое духовное чутье, и их выражения сильно изменились. Пара культиваторов поспешно забрали свои магические сокровища, но их ядовитые мотыльки продолжали сражаться с 3 другими культиваторами. Они отлетели в сторону и поприветствовали Хань Ли. «Можем ли мы узнать имя старшего, который почтил нас своим присутствием? Мы ученики из секты контроля над призраками». Секта контроля над призраками. Вы 2 являетесь культиваторами дьявольского Даа. Услышав это, он прекратил лететь, а свет, в котором он летел, исчез, раскрывая его личность. Вы — старейшина Хань секты Дрейфующего облака. Высокий культиватор из тех 2, что подлетели к нему, сразу же узнал его и вскрикнул от удивления.
Хань Ли пристально взглянул на него и равнодушно спросил: «Ты меня узнаешь?» Культиваторы секты контроля над призраками забеспокоились, но пытались сохранить почтительный вид, и один из них ответил: «Когда вы сражались в битве на границе, я лично был свидетелем ваших могущественных способностей». «Хорошо. Хотя я не хочу вмешиваться в дела младших, у меня есть какие-то отношения с долиной Желтого Клена. Уберите этих духовных насекомых и прекратите битву на сегодня», — решительно сказал Хань Ли. Услышав Хань Ли, они невольно переглянулись между собой. «Что? Вам двоим, господа даосисты, трудно это сделать?» Выражение лица Хань Ли стало угрюмым, а тон — мрачным. Высокий культиватор почувствовал, как его сердце ушло в пятки, увидев изменение выражения на лице Хань Ли, и он внутренне выругался. Поскольку Хань Ли решил вмешаться, у них не было свободы действий. Он поспешно ответил: «Поскольку это приказ старшего, мы, естественно, подчинимся». Он многозначительно взглянул на другого культиватора, и оба они сделали жест заклинания руками. Поспешно наложив заклинание на рой мотыльков, они вызвали свои сумки для хранения духовных зверей. В одно мгновение мотыльки, окружавшие 3 культиваторов, рассеялись и бросились в сумки для хранения. 3 культиваторов тоже видели Хань Ли, но они не могли слышать их разговор, поскольку сражались с мотыльками. Но теперь, когда атака вдруг прекратилась, они понимали, что это было связано с Хань Ли. Культиваторы радостно переглянулись между собой и поспешно полетели к нему. В этот момент 2 культиватора секты контроля над призраками почувствовали, что не хотят здесь дольше оставаться. Один из них осторожно спросил: «Старший, у вас есть для нас какие-нибудь еще приказы?» «Если есть, мы постараемся их выполнить по мере наших возможностей». Хань Ли угадал их намерение и махнул рукой. «Вы двое можете быть свободны». «Тогда нам пора». Услышав его, оба поспешно поклонились и метнулись в небо в виде полосок зеленого света. В этот момент 3 других культиватора подлетели к нему. Видя, что культиваторы секты контроля над призраками улетели, 3 удивленно переглянулись между собой. Их лидер, ученый средних лет в зеленом, вышел вперед и поклонился Хань Ли. С почтительным выражением на лице он проговорил: «Большое спасибо, старший, за наше спасение. Как ваше имя, и можем ли мы что-нибудь сделать для вас в знак благодарности?» Ученый был очень удивлен тем, что Хань Ли молодо выглядел, но внешность его показалась несколько знакомой. Вместо того, чтобы ответить, Хань Ли бесстрастно спросил: «Ты культиватор из долины Желтого Клена?» «Я Чэнь Цатянь из долины Желтого Клена. Это мои брат и сестра по оружию, ученики секты трансформации сабли. Старший знаком с боевым предком Линху». Увидев, что Хань Ли помог им, несмотря на то, что он не принадлежал к 6 сектам государства Юэ, он предположил, что у этого старшего зарождающейся души должны быть отношения с их боевым предком Линху. «Чэнь Цатянь, ты член клана Чэнь?» Странное выражение появилось на лице Хань Ли. Ученый был ошеломлен. Старший знает о моем клане. Хань Ли замолчал и начал пристально осматривать ученого, к большому беспокойству 3 культиваторов в стадии заложения основ. Хань Ли вздохнул и медленно сказал: «Клан Чэнь — один из 3 великих кланов долины Желтого Клена. Как я мог не знать об этом? Какие у тебя отношения с Чэнь Цацань? Старший узнает мою младшую сестру?» Тревожно спросил ученый. «Чэнь Цацань — твоя младшая сестра». Хотя Хань Ли догадывался об этом, но все равно был удивлен. Ученый же был в полном недоумении от того, откуда этот старший мог знать его сестру. Лицо Хань Ли на мгновение дрогнуло, а затем он медленно спросил: «У нее все хорошо?» Чэнь Цатянь со странным выражением ответил: «Моя младшая сестра не смогла войти в стадию формирования ядра и умерла более 100 лет назад от болезни». «Она мертва», — пробормотал Хань Ли, а у него в голове внезапно появилось изображение прекрасной девушки. Он внезапно вспомнил последний раз, когда они виделись их в поездке в горы, где она раскрыла ему свои чувства. Какое-то время он стоял на месте, словно в полной растерянности. Видя, что Хань Ли молчал со странным выражением на лице, Чэнь Цатянь невольно спросил: «Старший знает мою младшую сестру?» Насильно подавив грусть в своем сердце, он спокойно ответил: «Конечно, я ее знаю. В последний раз, когда мы виделись, она сказала, что собирается выйти замуж. Это было до вторжения дьявольского Даа, так что я не знаю, удачен ли был ее брак». Глава 802. Марионетки ранга формирования ядра. Немного поколебавшись, Чэнь Цатянь сказал: «Моя младшая сестра должна была выйти замуж, но клан, за члена которого она должна была выйти замуж, перешел на сторону дьявольского Да. Естественно, мы не могли допустить брак Цацуань. После этого моя младшая сестра изменилась.
Она стала молчаливой, мало интересовалась мужчинами и прожила одна до конца своей жизни. Хань Ли внезапно вспомнил слух, который распространился по всей секте, и выражение его лица неосознанно изменилось. Она не вышла замуж. На лице Хань Ли появилось странное выражение, и он молча смотрел в небо. Через некоторое время Хань Ли опустил голову и сказал: «Судя по твоему выражению лица, ты должен знать, кто я, поэтому нет смысла говорить о себе. Здесь сейчас собрались культиваторы как праведного, так и дьявольского «да». Поскольку ты и твои друзья планируете войти в долину падения демонов, вам стоит быть осторожными». Сказав это, Хань Ли взлетел в небо в виде полоски лазурного света, не обращая на них внимания. 3 культиватора стадии заложения основ молча наблюдали, как Хань Ли исчез с поля зрения. Спустя небольшой промежуток времени женщина спросила: «Старший брат, почему этот старший помог нам? Он как-то связан с твоим кланом Чен?» Взглянув в направление, куда улетел Хань Ли, он с недоумением сказал: «Связан с ним. Наш клан Чен недостоин иметь связи с этим старшим. Если я правильно понял, вы также должны знать его имя. В прошлом он был выходцем из моей долины Желтого Клена, а потом сражался с божественным мудрецом Мауланей. В битве на границе он победил священную птицу Мауланей и казнил старейшину секты рассеивающейся инь из государства Цзинь. Разве вы не знаете его имя?» Судя по его словам, он знал мою покойную сестру. Это очень сбивает с толку. Женщина была шокирована и тревожно вскрикнула: «Что? Это был тот самый легендарный старейшина. Он выглядит так молодо, как о нем говорили. Судя по твоим словам, он был когда-то членом наших 6 сект государства Юэ. Это немыслимо, что он обладает такими великолепными способностями». Чэнь Цзятянь вздохнул и сказал: «Так и есть. Когда он вошел в долину Желтого Клена, я только что добрался до стадии заложения основ. Позже он отправился на испытание огнем и кровью вместе со мной и моей младшей сестрой. С тех пор его способности превзошли все наши ожидания, и теперь он является культиватором наравне с 3 великими культиваторами Небесного Южного региона». 3-й культиватор, мужчина в синем, с любопытством спросил: «Я слышал, что боевой предок Линхо умолял этого человека вернуться в секту, но он не захотел. Это правда?» Немного поколебавшись, Чэнь Цзятянь сказал: «Я не слишком уверен в этом. Впрочем, это возможно». Несмотря на то, что они были названными братьями, он больше не хотел разговаривать об этом. К счастью, 2 других культиваторов больше не стали поднимать этот вопрос. Мужчина в синем сменил тему и сказал: «На этот раз нам повезло. Старший брат усовершенствовал свои магические инструменты, золотую книгу и серебряные кисти, которые смогли заблокировать большую часть яда мотыльков. Старший Хань помог нам, и мы смогли избежать этого бедствия без последствий для себя. Как только старший брат закончит свою золотую книгу, нам, безусловно, будет нечего бояться братьев Юнь». Культиваторша с нетерпением сказала: «Это правда. Я слышала, что у клана Чэнь золотая книга и серебряная кисть — это наследственные магические инструменты. Но я не думала, что есть и метод создания магического сокровища. Разве старший брат не использовал летающий меч раньше?» Чэнь Цзятянь радостно объяснил: «Золотая книга и серебряная кисть, которые используют наши ученики клана Чен, являются копией магического сокровища. Хотя я с самого начала хотел создать эти магические сокровища, у меня не было материалов, поэтому собрал материалы, чтобы изготовить летающий меч. К счастью, за последние несколько лет мне удалось собрать достаточно материалов, чтобы изготовить эти магические сокровища. Я надеялся использовать их в долине падения демонов». Сказав это, он сделал паузу и добавил: «Ладно, хватит. В любом случае нам стоит быть осторожными, как и сказал старший Хань. Культиваторы, которые решили войти в долину, точно не являются обычными. Будет лучше, если мы будем держаться вместе с нашими боевыми братьями из 6 сект государства Юэ». 2 других кивнули. Старший брат говорит разумные вещи. Так и сделаем, как предложил старший брат. Затем все 3 ушли, оставив дальнейшие обсуждения на потом. Улетев от них, Хань Ли все еще чувствовал смятение в своем сердце. Он насильно подавил боль от смерти Чэнь Цзятянь и похоронил его в глубине своего сердца, заставив себя продолжать свой путь. 4 часа спустя он увидел горных хребет 1000 вершин, а также истончившийся ядовитый туман, который его окружал. Сквозь него уже можно было разглядеть зеленые леса и высокие горные вершины. Приближаясь к хребту, Хань Ли замедлился и осмотрелся по сторонам. Вокруг было тихо, и не было следов других культиваторов. С равнодушным выражением он пролетел немного дальше и медленно закрыл глаза. Внезапно он распространил свое духовное чутье и просканировал вокруг себя пространство радиусом в 50 километров. Через мгновение он нахмурился и открыл глаза.
Затем с равнодушным выражением он выстрелил в небо к определенному месту назначения. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, он прибыл на небольшую гору. Там был старый культиватор в сопровождении молодого юноши. Оба они сидели, скрестив ноги, и беседовали. В этот момент над ними вспыхнул лазурный свет, и появился Хань Ли. Они были напуганы его внезапным появлением и поспешно встали. Старику удавалось сохранять спокойствие, но у юноши было тревожное выражение на лице. Хань Ли пронесся мимо них и увидел, что уровень их культивации был невысоким. Старик был на средней стадии заложения основ, а юноша всего на 6-м уровне стадии уплотнения ци. Непонятно, что они делали у горного хребта 1000 вершин, поскольку уровень их культивации был таким низким. В этот момент старик использовал свое духовное чутье и взглянул на Хань Ли, обнаружив, что уровень его культивации был совершенно непостижимым. Как только он собирался сделать глубокий поклон с тревогой в сердце, Хань Ли вдруг сказал: «Не нужно беспокоиться. Не могли бы вы сказать, в каком направлении ближайший торговый город? Это все, что вам нужно сделать». Голос Хань Ли звучал торжественно. Старик, услышав это, с уважением ответил: «Отправляйтесь на запад около 200 километров. Там недавно открылся торговый город, на который старшему стоит взглянуть». 200 километров на запад. «Спасибо, я понял», — сказав это, он исчез во вспышке лазурного света. Старик с удивлением наблюдал, как лазурная полоска исчезла за горизонтом. И старик, и юноша были ошеломлены увиденным. Приблизительно в 200 километрах к западу был временный торговый город, который построили с использованием каменных техник. Там было очень много культиваторов. Хань Ли это особо не волновало, он просто купил необходимые ему материалы и улетел в сторону горного хребта. Пролетев 5 километров вглубь горного хребта, Хань Ли заметил, что ядовитый дым стал гуще. Вскоре он прибыл на вершину небольшой ничем не примечательной горы. Для Хань Ли было легко сделать новую пещерную резиденцию, через несколько секунд она была готова с помощью нескольких десятков его летающих мечей. Посмотрев на результат, Хань Ли с удовлетворением кивнул и быстро наложил на нее 2 простых ограничительных заклинания, а затем вошел в пещерную резиденцию. Сначала он выпустил серебряную луну и приказал ей культивировать. Затем он выпустил высший демонический труп и похоронил его в темной комнате. После этого Хань Ли принес большое количество материалов в тайную комнату. Затем он сел в центре тайной комнаты и достал нефритовую пластинку, которую ему дал монарх расщепления души, пристально просмотрев 2 техники изготовления марионеток ранга формирования ядра. Эти 2 типа кукол были того же размера, что и куклы-обезьяны ранга заложения основ, которые он сделал ранее, и у каждого из них были свои достоинства и недостатки. Одна из марионеток имела форму огромной черепахи с плотным панцирем, которая могла выдержать 3 удара от культиватора стадии зарождающейся души. Кроме того, она атаковала, выплевывая шары молниеносного пламени. Эта атака была на уровне средней стадии формирования ядра. Однако единственным недостатком было то, что марионетка была невероятно медленной и неуклюжей. Если культиватор будет атаковать ее с близкого расстояния, то она станет неподвижной целью, которая не сможет защитить себя. Другая марионетка была тигром и была полной противоположностью черепахи. У этой марионетки не было никаких дальних атак, и единственной защитой были ее быстрые и легкие движения. У него были хрустальные когти длиной 6 дюймов, с помощью которых она могла создавать защитные барьеры обычного культиватора на стадии формирования ядра. Эта марионетка предназначалась для ближнего боя. Посмотрев характеристики кукол, Хань Ли решил изготовить несколько черепах и тигров. Таким образом, он сможет лучше справляться с любыми ситуациями, в которых он может оказаться в долине падения демонов. Приняв это решение, Хань Ли погрузил свое духовное чувство в нефритовую пластинку и запомнил техники их создания. После этого Хань Ли провел 3 дня в тайной комнате, сидя со скрещенными ногами и совершенно не двигаясь. Но на 4-й день выражение лица Хань Ли дрогнуло. Он поджал губы и убрал свое духовное чутье из нефритовой пластинки. Затем он задумался еще мгновение, и, взмахнув рукой, нефритовая пластинка исчезла по вспышке белого света. Он похлопал по сумке для хранения и вынул несколько материалов. Это были редкие породы древесины, металлические эссенции, различные цветные драгоценные камни и нефритовые коробки всех размеров. Через мгновение все эти предметы были собраны в большую кучу перед Хань Ли, а затем он окинул всех их взглядом. Его взгляд упал на угольно-черную металлическую древесину, и, глубоко вздохнув, он указал на него, призвав ее к себе. Глава 803. Поиск. Дверь в скрытую комнату Хань Ли не открывалась несколько месяцев. В это время Серебряная Луна следила за тем, что происходит снаружи, чтобы Хань Ли не упустил возможность войти в долину падения демонов. С каждым днем плотность ядовитого тумана уменьшалась, а количество культиваторов в окрестностях горного хребта 1000 вершин увеличивалось.
Кроме того, большинство из них собралось в определенной части города Березового Листа, поскольку это был ближайший к долине город. Все культиваторы, что приобрели медальоны для входа в долину, были здесь, и многие из них устроили себе временную пещерную резиденцию поблизости. Ограничительные заклинания Хань Ли, установленные за пределами пещерной резиденции, не были высокоранговыми, поэтому многие культиваторы обнаружили пещерную резиденцию Хань Ли, а некоторые даже хотели посетить его. Но независимо от талисманов передачи голоса, которые достигли ограничительных заклинаний за пределами его резиденции, ни один из них не получил ответа. Хотя некоторые культиваторы были не очень довольны тем фактом, что хозяин пещерной резиденции не хотел видеть посетителей, они ничего не могли с этим поделать, поскольку не знали, кто является владельцем резиденции. Они не могли рисковать, чтобы случайно не навлечь на себя грозного врага. Тем не менее, поведение Хань Ли в отказе принятия гостей было исключением. Сюда приходило бесчисленное количество культиваторов, гордых и высокомерных, но в самой опасной части небесного южного региона все они чувствовали необходимость быть осторожными. В результате они либо формировали небольшие группы по 5 человек, либо объединились со своими друзьями, чтобы войти в долину падения демонов. Хотя поиск сокровищ вместе с другими не принес бы большой пользы, в случае какой-либо опасности у них было больше шансов выжить, чем если бы они путешествовали в одиночку. Думая таким образом, даже затворники пытались найти себе товарищей. К этому времени ядовитый туман уже почти рассеялся, и Серебряной Луне стало интересно, не пора ли Хань Ли покинуть тайную комнату. Но прежде чем она смогла принять решение, дверь открылась, и Хань Ли спокойно вышел оттуда. За несколько месяцев, в течение которых Хань Ли был изолирован, он изготовил более 30 марионеток, половина из них были черепахами, половина — тиграми. К счастью, Хань Ли в свое время приобрел большое количество высокоранговых душ демонических зверей в области моря рассеянных звезд, так что, будь у него больше других материалов, без этих душ он не смог бы создать что-либо. Когда монарх расщепления души увидел, как Хань Ли использует души высокоранговых демонических зверей для создания марионеток, он назвал Хань Ли молодым монстром и больше долгое время ничего не говорил. Хотя у Хань Ли все еще было достаточно материалов, чтобы изготовить больше марионеток, однако он решил, что времени у него в обрез, а пара лишних марионеток большой роли не сыграет. Как только Серебряная Луна доложила ему о ситуации снаружи, он только кивнул ей и больше ничего не сказал. Затем он вошел в темную комнату и, взглянув на высший демонический труп, удостоверился, что все было в порядке, к большому удовлетворению. Затем он вытащил труп и приказал Серебряной Луне вернуться в рукав, а затем покинул свою пещерную резиденцию. Хань Ли сразу же взлетел и достиг вершины горы, в которой располагалась его пещерная резиденция. Сев со скрещенными ногами, он распространил свое духовное чутье и медленно пронесся мимо пещерных резиденций культиваторов поблизости. С его мощным духовным чутьем даже культиваторы на ранней стадии зарождающейся души не смогут его обнаружить, если не будут достаточно внимательны. В результате Хань Ли смог обнаружить всех в радиусе 50 километров, за исключением нескольких областей с особенно сильными аурами и ограничениями. Через мгновение Хань Ли открыл глаза и нахмурился. Он не нашел того, кого искал. Немного подумав об этом, Хань Ли метнулся к близлежащему торговому городу во вспышке яркого света. Учитывая нынешние обстоятельства, к настоящему времени в нем наверняка должен был быть большой ажиотаж. Торговый город, ближайший к пещерной резиденции Хань Ли, был открыт крупным кланом культиваторов государства Дунъюй. Клан делал это целую вечность и открыл свой торговый город, несмотря на известие об охоте за сокровищами в долине падения демонов. В результате дела шли хорошо благодаря появлению большого количества высокоранговых культиваторов. Было даже несколько культиваторов, которые воспользовались тонким слоем ядовитого тумана и собрали ресурсы, что были снаружи, сумев получить прибыль без какого-либо намерения войти в долину падения демонов. В обычном магазине лекарственных растений торгового города стояла пара людей в белом, указывая на лекарственное растение, и разговаривала с продавцом. Спустя небольшой промежуток времени они пришли к соглашению, и пара вытащила кучу духовных камней к большому удовольствию торговца. Два культиватора были единственными, кто шел по улице в тот момент. Ученый улыбнулся своей спутнице и сказал: «Младшая боевая сестра Юань, сегодня удача на нашей стороне». Потратив немного времени в этом торговом городе, нам удалось купить золотую духовную ветку. Ты долго искала эту траву, так что теперь ты можешь начать изготавливать таблетку усовершенствования дыхания. Это благодаря духовным камням, которые ты мне одолжил, старший боевой брат Бай. В противном случае я бы упустил этот шанс. Женщина в белом выглядела совершенно обычно, но у нее были яркие глаза, что добавляли ей обаяние. Твои проблемы — мои проблемы, так что пара духовных камней для меня ничто. Хотя юноша чувствовал боль из-за такой крупной покупки, он не мог подать виду перед женщиной, которая смотрела на него с восхищением. Женщина в белом поджала губы в улыбке, но, когда она хотела было что-то сказать, у них на пути внезапно появился человек. Он мгновенно поднял руку и выстрелил в них полоской желтого света. Рука мужчины в белом вспыхнула светом, и он неосознанно поймал желтую полоску своей рукой,
а затем обнаружил, что это был блестящий желтый командный медальон. Юноша узнал медальон и поднял голову, тревожно взглянув на Хань Ли. Медальон секты Небесного Пика. Вы старейшина Хань. Этот юноша был учеником секты Небесного Пика Бай Шудзюнем, который ранее пытался привлечь внимание Хань Ли с помощью Мупелин. По прибытии в торговый город Хань Ли сразу же нашел его своим духовным чутьем и был очень рад этому. Через него Хань Ли мог найти его мастера Лу Вэйня из секты Небесного Пика. Однако у Хань Ли не было очень хорошего впечатления об этом человеке, и он относился к нему без особого почтения. Без тени вежливости он произнес угнетающим тоном: «Мне нужно увидеть твоего мастера. Проводи меня к нему, господин Дассист Бай». «Старейшина Хань, вы хотите увидеть моего мастера?» «Я». Тщательно осмотрел талисман, он с уважением ответил: «Да, я отведу вас к нему». Хань Ли больше не был обычным культиватором на ранней стадии зарождающейся души, который только недавно вошел в эту стадию. Теперь он был наравне с 3 великими культиваторами небесного южного региона. Теперь Бай Шудзюнь сильно пожалел о своих дерзких поступках в прошлом. Проверив командный медальон, он быстро согласился в надежде улучшить свое впечатление для старейшины Ханя. Женщина рядом с ним с удивлением посмотрела на Хань Ли, но ничего не сказала. Под руководством Бай Шудзюня все трое покинули торговый город и улетели на восток. Пролетев более четверти часа, Бай Шудзюнь привел Хань Ли обратно в горный хребет 1000 вершин. Пролетев пару десятков километров, они достигли небольшой горы. Взгляд Хань Ли пронесся мимо горы. Он заметил, что, хотя гора была маленькой, она была хорошо спрятана посреди высоких гор, что ее окружали. Активировав глаза духовного просветления, Хань Ли обнаружил задумчивое выражение, взглянув на скалу. В этот момент Бай Шудзюнь вынул талисман передачи голоса из своей одежды и подбросил его в воздух. Он влетел в гору в виде полоски красного света, создавая рябь на горе, а затем исчез из поля зрения. Стоя рядом с Хань Ли, юноша охотно предложил Хань Ли объяснение: «Это временное место жительства моего мастера». Он часто использует зеркальную формацию и приказал своим ученикам, по возможности, не беспокоить его. Даже младшая боевая сестра Лу не смогла нанести ему визит за это время. Однако, поскольку старший Хань разыскивал его, это должно быть важно. Мой мастер определенно не будет ругать меня. Женщина, услышав, что он упомянул ее, фыркнула и изменилась в лице, но в присутствии Хань Ли не осмелилась ничего сказать. Она уже догадалась, кто такой Хань Ли. Будучи потомком Лу Вэйн, она не смело относится неуважительно к Хань Ли. Хань Ли взглянул на женщину рядом с собой и небрежно спросил: «А? Твоя фамилия тоже Лу? Неужели ты потомок господина Дассита Лу?» Женщина сладко улыбнулась и сказала: «Старейшина Лу, мой дядя. Тем не менее, я уже давно наслышана о вашей репутации, старшей». Хань Ли слегка улыбнулся в ответ, но больше ничего не сказал. Лазурный свет сверкнул на стене перед ними, внезапно открыв в стене ворота шириной 6 метров. Изнутри неторопливо раздался голос: «Хе-хе. Господин Хань, ты, наконец, прибыл. Если бы ты не пришел, мне пришлось бы лично пойти искать тебя. Пожалуйста, проходи, я жду тебя в главном зале». Хань Ли улыбнулся и безмолвно вошел внутрь. Бай Шудзюнь и женщина по имени Лу немного поколебались, но когда они решили войти, их мастер крикнул им: «Вам двоим не нужно входить. Мне нужно переговорить с господином Ханем. Вы можете заниматься своими делами». Хотя оба были несколько шокированы, услышав его приказ, они не осмелились его ослушаться и, поклонившись, улетели. Как только Хань Ли вошел в каменные ворота, ворота исчезли по вспышке лазурного света, восстановив свой первоначальный вид каменной стены. Глава 804. Появление долины. Хань Ли не единственный, кто вырезал для себя временную пещерную резиденцию, старейшина Лу секты Небесного Пика сделал то же самое. Пройдя по коридору длиной 60 метров, Хань Ли попал в главный зал пещерной резиденции, каменную комнату шириной более 20 метров. Его ждал старик в серой одежде с дружелюбным лицом и мужчина средних лет в высокой шляпе. Старик в сером улыбнулся и сказал: «Господин Хань, ты наконец пришел. Брат Хань, ты заставил нас поволноваться. Наши люди уже месяц ищут тебя. Ты так хорошо спрятался, что мы решили, что ты передумал». Горько улыбнулся маркиз Наньлун, но на его лице можно было разглядеть радость. «Тебя тоже сложно было найти, учитывая, насколько скрытная твоя резиденция». Хань Ли вздохнул и попытался объяснить: «Незадолго до этого я был в уединении, поэтому естественно, что ты не смог найти меня». Как только Хань Ли сел, маркиз Наньлун со странным выражением лица сказал: «Брат Хань, ты стал так же знаменит, как ярко сияет солнце.
Ты не только проявил необычайное мастерство в битве на границе, но я слышал, что ты убил старейшину секты дьявольского Да Империи Цзинь на средней стадии зарождающейся души. Должно быть, ты приложил немало усилий, скрывая свои способности. Не желая раскрыть всю правду, Хань Ли покачал головой и ответил: «Брат Наньлун, ты же раньше видел мои способности. Если бы я действительно был так силен, стал бы я сбегать из долины Мауланей. Моя нынешняя слава — всего лишь везение. Кстати, о везении, именно благодаря ему я сегодня предстал перед вами». Старейшина Лу и маркиз Наньлун, услышав Хань Ли, невольно переглянулись между собой с сомнениями на лице. Благодаря своему духовному чутью они прекрасно видели, что Хань Ли все еще был культиватором на ранней стадии зарождающейся души. Кроме того, они знали, что Хань Ли не был обычным культиватором, но им все равно было трудно поверить, что он смог убить дьявольского культиватора на пике средней стадии зарождающейся души. Однако слухи о Хань Ли широко распространились, и все говорили о его удивительных подвигах, во многом к недоумению двух культиваторов средней стадии зарождающейся души. Маркиз Наньлун сухо улыбнулся и сказал с ироническим тоном: «Хе-хе. Брат Хань очень скромный. По правде говоря, когда мы войдем в долину падения демонов, то чем больше у тебя способностей, тем лучше. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть культиватора, чья сила наравне с тремя великими культиваторами небесного южного региона». Услышав это, Хань Ли молча улыбнулся и ничего не сказал, желая продолжать этот разговор. Затем старейшина Лу торжественным голосом произнес: «Брат Хань, раз ты нашел нас, кажется, ты уже подумал над нашим предложением. Готов ли ты войти с нами в долину и вместе убить древнюю огненную жабу?» Как только старик закончил говорить, маркиз Наньлун также уставился на Хань Ли с торжественным выражением лица. «Я не хочу упускать такую прекрасную возможность, но я должен кое-что спросить, прежде чем принять решение», — спокойно ответил Хань Ли. «Как мы будем делить сокровища, которые мы находим среди развалин древних культиваторов? Если ответ будет приемлемым, я рискну отправиться это путешествие». Хотя он был уверен, что войдет в долину падения демонов так или иначе, он не собирался раскрывать свои намерения и позволять им договариваться на их условиях. Кажется, те двое уже обсуждали этот вопрос ранее, поскольку старик сразу же ответил: «И если мы сможем беспрепятственно приобрести сокровища, то можем разделить их поровну». «Что скажешь?» Хань Ли не стал отвечать сразу, но и не выразил недовольства. Вместо этого он на мгновение пробормотал про себя и ответил: «Справедливо. В конце концов, без вас двоих я также не смогу войти так глубоко проникнуть в долину падения демонов или найти древнюю огненную жабу. Однако у меня есть еще одно условие, на которое, я надеюсь, вы двое согласитесь». «Брат Хань, не стесняйся назвать свои условия», — без колебаний сказал старейшина Лу. Хотя лицо маркиза Наньлуна слегка дрогнуло, он молча смотрел на Хань Ли. «Мне нужно внутреннее ядро древней огненной жабы. Оно мне очень пригодится», — Хань Ли проговорил таким тоном, будто оно не представляло для большой ценности. Старейшина Лу сразу же согласился, услышав его: «Нет проблем. Мы надеемся, что ты сможешь убить зверя, так что логично, что ты и заберешь его внутреннее ядро». Выражение лица маркиза Наньлуна смягчилось, услышав просьбу Хань Ли. «Вот так. Даже если бы брат Хань не упомянул об этом, мы бы все равно отдали тебе ядро». Хань Ли улыбнулся, услышав их, и сказал: «Поскольку вы оба согласны, я не буду слишком жадным. Я согласен отправиться в долину вместе с вами, господа даосисты. С помощью брата Ханя мы легко сможем получить сокровища. Полагаемся на тебя, брат Хань». Видя, что Хань Ли согласился, маркиз Наньлун и старейшина Лу не смогли сдержать своей радости. Хань Ли, равнодушный к их похвале, улыбнулся и сказал: «Не переоценивайте меня. Я хорошо знаю, что вы двое будете лидерами в долине, и я буду действовать только в качестве поддержки, учитывая мой уровень культивации. Кроме того, только благодаря нашим совместным усилиям мы сможем остаться невредимыми». «Конечно. Поскольку мы предложили тебе сотрудничество, мы очень тебе доверяем. Если бы эти коварные злодеи из секты Духовного Призрака приобрели иньянское кольцо, мне бы пришлось их убить», — маркиз Наньлун, стиснув зубы, упомянул секту Духовного Призрака. Казалось, что урон, который он получил в своей предыдущей битве, был действительно пугающим. Услышав это, Хань Ли невольно взглянул на маркиза Наньлуна еще раз. Хотя он выглядел здоровым, было неизвестно, сколько жизненных сил ему удалось восстановить. «Кстати, о секте Духовного Призрака, вы знаете метод, который они используют, чтобы войти в долину? Как вы к этому относитесь?» — спросил Хань Ли. Маркиз Наньлун холодно усмехнулся, а на его лице появилось странное выражение. «Что тут сказать? Мы просто вмешались в их планы по монополизации сокровищ. Поскольку и другие культиваторы войдут в долину, это поможет нам скрыть наши следы, в результате чего нам удастся избежать секты Духовного Призрака.
С небольшим удивлением Хань Ли сказал: «Судя по твоим словам, кажется, вы сознательно слили информацию о том, что у секты Духовного Призрака есть способ войти в долину падения демонов». Лицо маркиза Наньлуна стало угрюмым. «Да, это мы стоим за этим. Еще до путешествия в долину Маулани я знал, что секта Духовного Призрака исследует способ войти в долину падения демонов. После их предательства я не собирался оставаться вежливым к ним и хранить их тайны». Хань Ли не волновал этот вопрос, он просто кивнул, думая о своем. Старейшина Лу нахмурился и медленно сказал: «Однако я не ожидал, что секта Духовного Призрака раскроет существование медальонов для входа в долину и станет продавать их различным сектам в ограниченных количествах. В результате они стали самой большой силой, входящей в долину. Боюсь, что секта Духовного Призрака спланировала путь для своих культиваторов. Теперь, хотя они не смогут монополизировать сокровища долины, их дорога будет значительно безопаснее». Поглаживая подбородок, Хань Ли улыбнулся и сказал: «В этом мире нет идеальных ситуаций. Ваши действия принесли нам больше пользы, чем вреда. Вполне вероятно, что старейшины секты Духовного Призрака скрипят зубами от обиды». Воодушевившись от слов Хань Ли, маркиз Наньлун сказал: «Слова брата Ханя верны. Секта Духовного Призрака очень пострадала от утечки информации. Думаю, я посчитаю с ними, когда выйду из долины». После этого все трое начали обсуждать действия секты Духовного Призрака и болтали о порядке и деталях входа в долину падения демонов. 7 дней спустя ядовитый туман, окружающий горный хребет Тысячи вершин, почти исчез. Многие культиваторы, притавшиеся поблизости, внезапно появились в большом количестве и направились один за другим к долине падения демонов. Среди них были и те, кто обладал низким уровнем культивации, и те, кто не собирался входить в долину, а хотел просто использовать ослабленный ядовитый туман для поиска духовных животных и лекарственных растений в горах. Долина падения демонов была расположена в северо-западной части горного хребта Тысячи вершин и тянулась на десятки тысяч километров. Тем не менее, битвы между древними дьявольскими культиваторами привели к тому, что долина и небо были окружены мощными, древними ограничительными заклинаниями. С ними было трудно справиться, поскольку они перекрывали друг друга, превратившись в непреодолимый барьер. Единственной областью, в которой не было этих ограничений, был вход в долину падения демонов. Он был шириной в 300 метров и сужался, проходя десятки километров внутри. Изначально этот путь было легко пройти, но последствия древних сражений опустошили этот район, сделав его плотно заполненным пространственными щелями. Некоторые из щелей сверкали ярким белым светом, а другие были тусклыми и совершенно невидимыми. Размеры этих щелей варьировались от нескольких дюймов до нескольких десятков метров в ширину, что позволяло им с легкостью поглощать до нескольких десятков человек. Маленькие пространственные щели представляли из себя смертельные лезвия, висящие в воздухе. Самое ужасное, что со временем эти пространственные щели перемещались, а также открывались и исчезали периодически, поэтому не было никакой карты, где можно было отследить их. Из-за этих внушающих страх пространственных щелей практически ни одному культиватору не удавалось выбраться из долины живым, даже культиваторам на стадии зарождающейся души. Пространственные щели как раз и были причиной того, что долина падения демонов получила репутацию самой опасной области в небесном южном регионе. Но в этот раз все было иначе. Согласно секте Духовного Призрака, можно было безопасно пройти в долину, создав беспорядки на небесном южном регионе. Внезапно культиваторы начали с жадностью искать сокровища, заполучив медальон для входа в долину. Были также те, кому не удалось купить медальон. Однако они собирались в этом районе в надежде, что им удастся каким-то образом проникнуть в долину. Глава 805. Сбор культиваторов. Виноградные лозы, покрывающие окрестности маленькой долины, озарились ярким белым светом от влетевшего в них шара. В белом свете появилась красивая женщина в зеленой одежде, стоявшая на спине белоснежной птицы. В мгновение птица подлетела к маленькой долине и, сложив крылья, нырнула в виноградные лозы внизу. Женщина подняла руку и сделала жест заклинания, заставив лозы задрожать. Лозы внезапно исчезли, открывая зеленый световой барьер. Женщина спрыгнула с птицы и исчезла в барьере во вспышке белого света. Барьер исчез, раскрывая 6 культиваторов, одетых в зеленые одежды. Они сидели вокруг пятиконечной ограничительной формации шириной около 20 метров у входа в маленькую долину. В этот момент в каждом углу формации начал сверкать яркий духовный свет. У сидевшего в центре длиннобородого старика были закрыты глаза. Внезапно он открыл их и посмотрел на небо. К ним медленно спускался белый свет. Через мгновение перед стариком появилась женщина в зеленой одежде и, приземлившись, поприветствовала его. Женщина в зеленом с уважением опустила голову и сказала: «Отдаю свое почтение боевому старшему». Ядовитый туман на горном хребте полностью исчез.
Перед входом в долину уже собралось множество культиваторов. Длиннобородый старик закрутил бороду и медленно спросил: «Секта духовного призрака уже появилась?» Немного подумав, женщина осторожно ответила: «За исключением немногих, большинство членов секты духовного призрака еще не начинали действовать». Длиннобородый старик фыркнул и сказал: «Поскольку секта духовного призрака еще не начинала действовать, мы тоже не будем торопиться. Не привлекая к себе внимания их старейшин, неудачи нас обойдут стороной. Боевая племянница Хань, продолжай следить за ситуацией. Как только что-то изменится, немедленно сообщи нам». «Да, я сейчас же займусь этим», женщина в зеленом приняла его приказ без возражений. Поклонившись снова, она улетела прочь на своей духовной птице. Старик проследил за женщиной, пока она не исчезла на горизонте, а затем погрузился в свои размышления. 5 культиваторов, сидевшие вокруг формации, не обратили внимания на появление женщины по имени Хань. Все они остались совершенно неподвижными, словно были сделаны из дерева. Длиннобородый старик не счёл это чем-то необычным и снова закрыл глаза. На вершине высокой горы настоял даосист в серой одежде. Он посмотрел в сторону долины падения демонов, слегка прищурившись, поскольку бушующий ветер дул ему прямо в лицо. Даосист повернул голову и взглянул на 2 зловещих марионеток рядом с собой с довольным выражением на лице, а затем пробормотал: «С помощью этих марионеток ранга зарождающейся души я соберу большой урожай в долине падения демонов». С этими словами он поднял руку и направил жест заклинания на марионеток. В одно мгновение марионетки уменьшились в размерах и влетели ему в рукав. Вскоре даосист метнулся в небо в направлении долины в виде полоски красного света. В другом уголке неба в направлении долины летели 3 полоски света. Если бы Хань Ли увидел это трио, он был бы очень удивлен, узнав 2 из них. Один из них был старик в желтой одежде, боевой предок Линху из долины Желтого Клена. Рядом с ним была женщина в белом халате с бледным цветом лица и холодным выражением лица, старейшина секта маскирующейся луны и старшая боевая сестра Наньгун Ван. Тот, кого Хань Ли не узнал, был старик с толстыми бровями и львиным носом. Все 3 летели молча в большой спешке и вскоре скрылись из виду за горизонтом. В то же время множество культиваторов стало появляться в горном хребте 1000 вершин. Казалось, все они были уверены в своих силах. На данный момент Хань Ли уже прибыл в долину падения демонов. Он сидел на кургане в нескольких километрах от его входа, задумчиво вглядываясь в ее направление. В этот момент Хань Ли сканировал своим духовным чутьем местность радиусом в десятки километров поблизости. Он обнаружил, что более 1000 культиваторов уже собрались здесь, и среди них было спрятано много эксцентриков на стадии зарождающейся души. Хотя эти культиваторы не могли сравниться с 3 великими культиваторами Небесного Южного региона, все они были исключительными людьми, которые обладали необычными секретными способностями. Хань Ли не считал, что ему не стоит бояться культиваторов, которые не были на уровне 3 великих культиваторов Небесного Южного региона или мауланских божественных мудрецов. Одной ошибки было достаточно, чтобы лишиться жизни в этой долине. Размышляя над этим, он подготавливался для входа в долину. Если бы не такое огромное скопление культиваторов, Хань Ли не поверил бы, что такое обычное горное ущелье будет входом в долину падения демонов. Тем не менее, над входом сгущались серые облака, вздымающиеся от духовной ци. Это было странное предзнаменование, от которого у всех присутствующих пробежал холодок по спине. Снаружи вход казался шириной всего в 30 метров, но внутрь него духовным чутьем можно было заглянуть всего на 300 метров. Ограничительные заклинания долины не давали возможности увидеть дальше, так что нельзя бы разглядеть пространственные щели. Хотя Хань Ли мог силой проникнуть в ограничительные заклинания долины своим духовным чутьем, он не решался делать это в такой опасной области, как долина падения демонов, и осторожно отозвал свое духовное чутье. Вскоре после этого Хань Ли сел на курган со скрещенными ногами и закрыл глаза. Время шло медленно. Спустя полдня Хань Ли почувствовал знакомую ауру среди растущего числа культиваторов, которые собрались там. Немного подумав, Хань Ли узнал их и нахмурился. В этот момент раздался неподалеку голос, который с тревогой прокричал: «Маулани прибыли!». Воины-заклинатели Маулани также хотят найти сокровища в долине падения демонов. После этого у входа воцарился хаос, а Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. Открыв глаза, он увидел жуткую летающую колесницу, двигающуюся в их направлении. Колесница была круглой, более 60 метров в длину. Она сверкала серебряным светом, а по всей ее поверхности были выгравированы талисманные символы. В колеснице стояло более 10 культиваторов в одежде Мауланей, что показывало, что они, без сомнения, были воины-заклинатели Маулани. У Хань Ли при виде этого на лице появилось удивление.
Хотя он слышал о том, что маулани тоже собираются войти в долину, но он не верил в них. В конце концов, Небесный Южный регион, хотя и заключил мир с мауланями, но битва на границе оставила обеим сторонам принесла огромные потери. У мауланей была глубокая ненависть, которая могла рассеяться спустя, как минимум, несколько сотен лет. При таких обстоятельствах было немыслимо, что маулни осмелились войти так глубоко в сердце Небесного Южного региона, да еще и чтобы искать сокровища в долине падения демонов. Неужели маулани не боялись мести культиваторов? Пока Ханьли размышлял над этим, ко входу в долину прибыли огромная карета с мауланями на борту. Ханьли взглянул на лидеров и все понял. Поскольку эти двое были главными, они не боялись возмездия со стороны обычных культиваторов. Однако для Ханьли было загадкой, почему 3 великих культиватора Небесного Южного региона разрешили им войти в долину. Те воины-заклинатели, что возглавляли мауланей, были божественный мудрец по имени Чжун и женщина-поле, которая охраняла древнюю лампу. Летучий экипаж опустился на небольшую гору недалеко от Ханьли. После того, как воины-заклинатели вышли из экипажа, воительница по имени Ле ударила колесницу печатью заклинания, и она тут же уменьшилась в размере. Остальные при виде этого почувствовали такое же удивление, как и Ханьли. Пока культиваторы наблюдали за прибытием мауланей враждебными взглядами, на горизонте вспыхнул свет из сотен световых полосок, летящих в долину падения демонов. Это секта духовного призрака. Отозвались эхом те, кто их узнал, и внимание, направленное на мауланей, устремилось в небо. Ханьли тоже холодно перевел взгляд. Скорость приближающихся полосок света нельзя было считать быстрой. Они спокойно прибыли ко входу в долину и спустились в 300 метрах от нее. Огни исчезли, обнажив сотню культиваторов в черной одежде. Все они были культиваторами из секты духовного призрака. 3 лидеров привлекли внимание Ханьли. Он узнал стоящего слева, мастера секты духовного призрака, Ван Тиньгу. Его сердце дрогнуло, когда он пронесся мимо толпы и увидел Ван Чаня и Янь Жуянь. Ван Чань, казалось, был в добром здравии, но Янь Жуянь выглядела немного бледной. Неужели инское дьявольское опустошение не ранило его? Или он просто восстановил свои конечности? Подумав об этом, Ханьли не мог найти ответ на этот вопрос. Но учитывая текущие способности и репутацию Ханьли, Ван Чаня ему больше нечего было бояться, поэтому он перевел взгляд на лидеров секты, которые были культиваторами на стадии зарождающейся души. Культиватором в центре был мужчина средних лет в просторной одежде с серьезным выражением на лице. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он главный. Справа от него был старик с бледным лицом, лохматыми волосами, узкими глазами и зловещей аурой. Хотя оба они были культиваторами на стадии зарождающейся души, Ханьли они были незнакомы, словно они не участвовали в битве на границе. Тем не менее, культиватор на средней стадии зарождающейся души привлек внимание Ханьли.